Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз Кел балалар оқулық Павлодар жобасымен сіздерге келіп тұрмыз. Осы қалада бір айға жуық боламыз. Араларымыздан ең күшті суретшілерді осы жерде іріктеп алып, солармен бірге анимация жасап үйренеміз. Бүгінгі сайыста сіздерге жануар мен жеміс-жидекті алып, екеуін қосып, бір жаңа дүние жасау керек. Соны бізге түсіндіріп көрсете білулеріңіз керек. Іріктеп болғаннан кейін сіздермен бірге біз анимацияны үйреніп, Алдияр мен Манроға толықтай анимациялық бейне баян жасаймыз. Сіздер тек қана сурет салу ғана емес, одан бөлек анимация жасап үйренесіздер. Менің атым Данэлия, мен 15 жастамын. Осы мектептің 9 сынып оқушысымын. Здравствуйте. Меня зовут Свиридова Алисия. Вот такой рисунок. И у меня в телефоне еще фотографии моих рисунков. Здравствуйте. Вау, Я почему-то думала, что я пройду. Но собака-банан получилась хорошей. Всем привет. Меня зовут Джинсая. Мне 14 лет. И я из города Павлодар. Это цифровые, да? Угу. А там художественный. Сколько тебе лет? 14. Вообще я начала прям с 1 года, как мама говорит. Типа она просто дала мне в руки ручку, и я что-то начала чиркать еще с того времени, и у нее даже остался альбом. Она меня с детства развивала, мою моторику рук. И вот тоже ей огромное за это спасибо, потому что мой талант — это вот, наверное, ее заслуга. Я, ребят, очень рад с вами познакомиться. Я посмотрел, насколько творческие его взгляды. Действительно, я в шоке. Если ваши имена не окажутся в списке, вы, пожалуйста, не обижайтесь, не бросайте это дело. Продолжайте дальше заниматься и развиваться. Первый — Кайдар Жандавлет. Давайте похлопаем. Марат Камила. Рамазанова Жансая. Сказали, что будет офлайн, и я попросила свою подругу пойти туда, потому что одной скучно. Она не прошла, жаль, конечно. В первый день я была такая нелюдимая, необщительная. Все тогда были такие. Когда мы ждали в кабинете, все просто сидели, и люди, которые в художке вместе учатся, вот только они разговаривали. В общем, все такие диносайды были. Я рисую с детства и сейчас учусь в художке в 3 классе. Хобби у меня только музыка, и я закончила музыкальную школу в 19 году. Вообще у меня любимая группа Radiohead, у них альтернативный рок. У меня либо что-то спокойное очень, либо что-то очень такое громкое, резкое. Моды Назара тоже слушала. Я такая тихая была, даже когда они с собой друг с другом начали общаться. Когда мы на горку сходили уже, я более так открылась. Я с Салимой подружилась хорошо. Например, если у меня там что-то не получается, я могу Салиму позвать, попросить что-то нарисовать, помочь. Или просто поделиться, типа, как я вот это нарисовала, или... В общем, много тем. Вот, насчет металла. Ага. Что ты меня бьешь на моем интервью? Иди отсюда. Давай, бар. Нет. Бар. Нет. Я 2 года назад начала уклоняться прям в метал. И мне тогда купили гитару. Я пыталась что-то сыграть, что-то из этого, но у меня ничего не получалось, потому что, это же метал. Это же не какие-то обычные песни.
Salvation Army couldn't hold me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. And a message coming from my eyes says leave it alone. Ну что, ребят, как дела? Закончили домашнее задание? Сегодня мы приступаем к новой теме. У вас есть 15 минут, чтобы скинуть домашнее Я задание. не всегда могу ответить на казахском. Ну, сочинение писать могу, если хорошо подумать. Но вот сразу ответить я не могу, потому что я в первую очередь говорю и думаю на русском. Это все-таки Павлодар. И тут негде особо говорить на казахском, кроме школы. Но родители у меня хорошо знают казахский, но они все равно со мной почему-то говорят на русском. Особенно мама. Но это еще изначально, наверное, со времен СССР. А потом менталитет же не поменяешь. Видите, такие муравьиные ходят в области. Это значит, что именно эта область. Думала когда-то, что будет, если я брошу. И, короче, если не будет на свете такого, что типа рисование, я бы жить не смогла, деп. Менің атым Ахметжанова Салима, 17-демін, 11-ші сыныпта оқимын. Руым Тәуке болады. Менің мамам өте керемет адам. Ол тоқ жатқан жұмыстарда өзі жалғыз, біз ағаммен бірге қайтады. Ағам, мама и мен бірге бір үйде тұрамыз. Бізді қайтады. Всегда жақсы көріп, қарап жүреді. Если вы хотите показать, что кто-то как-то реагирует. Средний план показывает, важно, чтобы когда мы читаем страницу, чтобы комикс был читабельный. Обратите внимание, что вот он первый кадр, потом мы понимаем, что вот он следующий Маған кадр. өте ұнады комикстар салуға. Ну, комикс бізде сондай задание болды. Комикс салуды мен білген жоқпын вообще. Идея деген мен басыма ешқашан келмейтін. Сюжет деген. И сол ключевой сөздер арқылы мен ұқтым, қалай сюжет салуға болады. Роняет, короче говоря, свои продукты. Следующий. Голос, типа У него стильные такие кроссы, пуховик. Ага, и шорты. Блин, круто. Давайте похлопаем. Думаю, мынау проекттан соң мен мини-комикстар создавать ете бастаймын. Потом алаңда оларды бүкілін совмещу и начну свое развиваться. Может быть, анимация, может быть, начну делать свои проекты какие-нибудь. Я бы хотела начать такое что-то свое. Сәлем, менің атым Милана, 8 класста оқимын. Фэшн-дизайн – это, допустим, у вас в голове какая-то картинка. Потом вы берете эту картинку
и как-то преобразовываете ее в костюм. Поэтому говорят, что фэшн-дизайн — это своего рода не то, что можно носить, это не носибельная одежда, это своего рода искусство, но, в принципе, можно и носибельную рисовать, если вам нужны деньги. Бывают такие моменты, когда вообще нет воображения, вообще ничего как бы не делается, хотя хочется. Вроде называют арт-блок. Не то чтобы выгорание, просто вот в какой-то момент садишься, как обычно, порисовать там и понимаешь, что ты не можешь. Типа вот сидишь и все, даже палка не рисуется. Когда они дрались с этим великаном. Он нравился. Правой кнопкой по нашему слою и захожу во вкладку «Параметры наложения». Если это было либо черное, либо белое. Вот там два человека идут в разные стороны, пока... Меня зовут Чингис, я преподаватель по цифровой анимации. Занимаюсь этим 4 года. Я родом из Бишкека. Мы как-то раз работали над клипом Ирина Кайратовна «Кроссовки», да, по-моему, «Мои кроссовки». Вот, я там делал кусочек анимации, и мы, познакомившись с Куланышем, держали связь, и как-то раз он позвонил с Яной и предложили, вот есть такая идея, давай попробуем провести лагерь, где мы детей научим анимации. И, имея опыт, я, в принципе, долго не думал, сказал, да, давай попробуем. Попробовав, я особо не верил, думал, это просто останется идеей, но когда это совершилось, я был в шоке, что да, вау, круто, я теперь в Павлодаре, и мы проводим этот проект. Давайте. Свет выключаем? Не, выключаем. Елма Education деген шығады, логотип ең басындағы. Ол біздің әрбір жобамызда шығатын логотип анимациясымен. Оның анимациясы бізде бар, бірақ сіздердің қолдарыңызбен жаңа интро жасағымыз келіп жатыр. Нам Куланыш прям подготовил целый аниматик. Он нам нарисовал кадры, и там, в принципе, уже понятна вся история. Я не уверена, что мы сможем это прям санимировать настолько классно, чтобы это было как в его голове, потому что как в голове никогда не получится. Но мне нравится момент, где они будут драться, типа Монро и Алди. Так, давайте теперь... Сори, ужасная отрисовка у меня. Нет, все классная. Мне нравится, вот когда живет человек. Лучшая поддержка. Он там на коне ехал. Задача, которую, например, я бы выполнял месяц-два, мы можем ее просто распределить между 20 одаренными ребятами, и каждому объяснить, что делать, и тем самым сократить время в 2 недели. При этом получить невероятно разные результаты, разные стилистики, разные видения на этот проект, и все это собрать в одно целое. Очень интересно и очень круто получается. Надо попробовать Принесите завтра срочно мне джумбо. Я думаю, мы как-нибудь вместе это сделаем. Именно этот визит раскрыл Казахстан по-другому. Я узнал менталитет казахов, я узнал, что на самом деле казахи и кыргызы очень похожи, прям очень похожи. Я бы хотел, чтобы и у нас в Кыргызстане тоже появился тренд того, что молодежь начинает говорить на кыргызском языке. Это на самом деле очень круто. Бишкек, Шымкент, Бишкек, туысқанский тандем, азиатский контент. Қалайсың, God bless it, конкретно сөздерге в ответе. Біздерде, сіздерде в ответе. Көтерік жоқ куплетте, конкретно. Нам сказали, вот у нас есть еще 2 выпуска, посмотрите. И в первом выпуске, если не ошибаюсь, дети, они делали клип для Ендлек. Они там снимали все сами. Я подумала, вау, это все дети сделали. Думаю, мы тоже так будем делать. А потом поняла, что мы это все будем рисовать, и такая, блин, это так долго. Я хочу сказать кое-что. Сегодня у меня брали что-то типа интервью. В общем, мне задали 2 вопроса, которые засели в моей башке еще, наверное, года на 2. В общем, у меня спросили, типа, почему, как так сказать, если сравнивать с детьми из Тараза и Жаланаша, наши немного более такие, опять-таки, интровертные. И я ответила что-то другое, я не помню, но я поняла, как я могла ответить. Я могла просто ответить, что это не дети Павлодара, а это художники. Этот проект превзошел все мои ожидания.
то, как люди относятся к своей работе. Да и я бы не сказал, это работа, это скорее проект, основанный на инициативе и то, как каждый чувствует, что это его миссия, помочь детям, создать такую атмосферу. Кто-то отвечает за еду, кто-то отвечает за какие-то организационные моменты, кто-то смотрит за детьми, кто-то там помогает там с флешками разбираться, я там веду тему, кто-то курирует процесс разработки одного, параллельно еще и документальная съемка ведется, где люди и записывают звук, и снимают все с разных ракурсов. Это прям большой такой кипиш творческий, это невероятно круто. Что за танцы? А если совет про арт-блог, то просто пробуйте все время что-то новое. И не знаю, почему я смотрела всякие видео в ютубе, типа, что рисовать, когда не знаешь, что рисовать. Они прям так и называются. Но нигде не было такого совета, типа, попробуйте что-то новое в одной и той же сфере. А мне кажется, хороший совет. Например, если вы кинорежиссер, попробуйте не кино снять, а клип или просто снять какое-то милое видео, но при этом вы все равно чем-то занимаетесь. Вот вы снимаете нас. Я не знаю, вы кино снимали когда-то? Было как-то весело до этого, мы ходили в боулинг, а потом нас собрали, начали говорить, что мы такие, типа, прям взрослые люди, аниматоры. Мы прям сейчас им нарисуем, вообще у нас должно, типа, у них глаза должны выпасть из орбит, чтобы мы прям так нарисовали. Я такая, ё-моё, ой, можно ё-моё говорить? Классно. Бәріне сәлем достар, менің есімім Жапархан Фалдияр, және де бүгін біз Павлодар қаласы Ыбырай Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған облыстық қазақ гимназия интернаты менің алтын мектебім. Осы мектепте жүрміз. Мен және бұл мектепте қазір сіздерге экскурсия жасаймын. Оқу үздіктері деген бірінші рет көрдім. Бізде ондай болмаған негізі. Біз оқу үздіктердің қатарына кірмегенбіз. Біздің кезімізде КВН командамыз болатын Ыбырай Алтынсарин атындағы мектептің Дарын KZ деген КВН командасы, және ана 3 кубок біздікі 100%. Так, мен қателеспесем, бұл кубок Павлодар қаласы әкімінің кубогы 2013 әскери спорт сайысының жеңімпаздары. У меня был тоже мой учитель, с помощью которого я и открыл жизнь, да, во взрослый мир. Вы не соревнуетесь друг с другом, запомните, вы здесь соревнуетесь сами с собой, потому что вы должны сейчас понять, что вы можете, оказывается. Вы не просто так здесь ходите, вы можете это сделать, вы можете рисовать, вы можете делать анимацию. Ты женился? Да ты чё, правда? Ну, мен мұғалім, орыс тілі мұғалімі, Орынтаева Бекнова, всем привет. Ой, жақсы, молодец, хороший, өте жақсы оқушы. Бәріне сәлем. Менің атым Свильдова Алисия, мне 11 лет. Мое призвание в искусстве, так сказать, началось с самого раннего детства. Пожалуй, моя первая художка, туда я ходила еще лет в 5. Конкретно сейчас на курсах мы занимаемся клипом. Клип очень довольно неординарный, я бы так сказала. Может быть, что мне скажут что-то одно, я это сделаю, а в итоге скажут переделать. Чтобы так меня рисовалось, сейчас покажете. Вот, еще раз смотри. Появляется где-то по очереди. А покажите? В самом клипе мне досталась анимация Джусан Банка. Мне понравилось это, потому что я скорее люблю рисовать что-то такое, мультики, где нет людей, что-то вот такое. Кадр смотрим. Бұл менің негізі старшагым. Менен бір класс жоғары оқыған. Қазір ол мектепте тарих пәнінің мұғалімі. По идее, он не старшак.
бұл біздің актовый зал, мына жерде біздің концерттеріміз өтетін кезінде Дарын KZ-тен КВН команда болған, өзіміздің осы жерде. Қалай Алдияр осы жерде кішкентай бала кезінен 11 бітіргенше осы сахнадан түскен жоқ. Иә, өнер көрсеткенбіз, короче. Осы біздің мұғалімдер, саламатсыздар ма барлықтарыңызға, ол біздің енді балалар. Внизу стоит актовый зал. Я там начинал свой путь КВН, который привел меня к тому, что в 2015 году я стал чемпионом Казахстана. Когда-то этот актовый зал, когда-то именно эта библиотека научила меня любить учиться. И это все происходило здесь. Надо мной шутят Алиса в «Стране чудес», Алиса, вот Яндекс Алиса самая частая. Я скорее привыкла на какие-то шутки, дразнилки отвечать шуткой. И я тоже люблю ответом шутить. Алиса, включи музыку. Гара Щеглов. Бармайдан. Бәріңізге сәлем. Мен Жапархан Алдиярмен мақтанамын. Өзім осы гимназияда оқыды біздің. Негізі мектеп кезінде мені жек көретін бұл кісі. 5-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін өмір сүрген жатақханам ол балаларға арналған. Так, балалармен көрсетсем, бұл жерде мен өзімнің класстастарыммен осында тұрғам. Мне безумно понравилась идея, что открывается книга, и там на разных страницах разные страны. То, что каждая страна дает Монро свою национальную вещь, и в конце она борется с помощью всех этих вещей со злодеем. Мне это нравится, мне сюжет очень нравится. Я очень горжусь своими друзьями, которые рисуют сцены сложные, у них это хорошо получается, но они не сдаются, если им говорят, что не очень, и они пробуют еще раз. Содан бір прикол болған, Амангелді деген кісі баладан, Амангелді астынан түсіп Амангелді деген. Нұрбек мұғалім, қазақ тілі пән мұғалімі, менің мұғалімім. Осы кісілердің арқасында тағы да қатты жақсы көремін осы кісіні бар ғой. Осы кісіге еркеледік енді, шыны керек, тыңдамай ше. Вы стоите больше, чем вы сами думаете об этом. Вы можете сделать больше, чем вы сами думаете. Сосын қазақша сөйлейік, қазақша үйренейік, қазақша білейік балалар, я ма? Кім? Алиса осында ма? Алиса, қазақша сөйле. Язык мне этот нравится, но предмет меня отдаляет от этого языка. Дело в том, что мы в школе почему-то проходим, нам все время говорят учить что-то, зубрить. И даже не обязательно, чтобы мы знали перевод. А именно самому казахскому языку нас не особо так учат. Иногда, конечно, задают там учить слова, перевод, но в основном просто зубрить стихи. И это немного отдаляет и отбивается желание к языку. Поэтому мама говорит, что школу я закончу, сдам как-нибудь, а вот после этого мне надо начать изучать казахский язык нормально. Атым Жандәулет Қайдар, руым Қыпшақ, 17 жастам. Осы Павлодардың туыңқысымын. Ойымда концепт-художник болғым келген. Бірақ қазіргі жобадан мен аниматор болғым келеді. Утрок имитация симпатизма. Папка Жан. Жан. Я попал внутрь этой индустрии, посмотрел, как все происходит здесь.
съемки, как режиссер показывает там раскадровки, сроки, дедлайны, ночи без сна, там, рисование. Это вообще не пугает, мне это наоборот понравилось. Я вот понял, что это мое прям. Только усилило желание стать аниматором. Конечная цель — это, наверное, развить индустрию мультипликации в Казахстане и создать свои произведения, стать таким Хаяо Миядзаки из Казахстана. Хоккей я играю в основном зимой с друзьями на улице, где мы купили коньки, купили клюшки, шайбы. И почти каждый вечер после школы ходили, играли. Сенің сұлулығың вау, ішкі дүнің жалмауыз. Алдын бірге болдық, қазір жаумыз. Алдын бірге болдық, қазір жаумыз. Мен атым Жандәулет, мен Павлодардың тумасымын. В интервью меня спросили, почему проблема казахского языка так развита в Павлодаре. Я не знаю, как у всех, но я могу сказать про себя. У меня это скорее проблема быть понятым. Родителями могу разговаривать на казахском спокойно, потому что они понимают мой казахский. А когда я выхожу, там, разговариваю с друзьями, с сверстниками, с одногруппниками, там приходится говорить на русском, и они не поймут, если я начну говорить на казахском. Так, в последних я точно буду вспоминать эти 2 недели с теплотой. Некоторых людей я заберу с собой дальше в жизнь. Я хочу пожелать успехов и развития этому проекту. Мне очень нравится идея и то, что казахское образование стоит менять, это факт. Менің атым Ожабай Данэля. Мен 15 жастамын. Негізі осы Павлодар облысындағы Баянауыл ауылындамын. Қазіргі менің арманым осы проектте жақсы жақтан көріну, өз болашағыма деген жолды ашу. Мына мен жататын бөлмем. Осында мектепте жұмасының 5 күні осы жақта жатамын. Таңертең 6:30-да тұрамыз. Сосын тамаққа барамыз 7:30 кезінде. Сосын сабаққа барамыз. 6:30-да тұру ерте шығар, кейбір кезде 5-те тұрып кетеміз. Так, ребята, мы проверяем ваши работы. Все скинули? Не, фоткай только, не отправляй. Блин. Отправь, сохрани и дрожь. Там, где анимированный конь, там я осталось его покрасить просто. Маған анимацияның Қырғызстан бөлігін берді. Онда қырғыз қызы Манарамен бірге бір кадрда таулардың арасында жылқыда жүгіріп барады. Сол жерін берді. Негізі өте әдемі сцена, бірақ өте қиын деп айтамын. Осы проектті көріп, көп балалар түсінеді деп ойлаймын. Художниктар болады, выгорание деген. Оған негізі берілмеу керек екен. Сендер ойлаулары мүмкін адамдар. Вот ол менікі емес. Мен жасай алмаймын. Мен үйрене алмаймын ешқашан. Бірақ кез келген нәрсені үйренуге болады. Шешуге болады. Қатты қиын жағдайда
жақындарынан көмек сұрау керек. Нужный моментте адамдарға поддержка керек болады. Мен ол моментте жіберіп алдым, сосын шыға алмай қалдым. Просто творчество — это такой момент, когда неуловимый, тонкий, и можно легко сорваться с этой нити. Вот. А если вы считаете, что вот это ваше, и вы на этом и круто заработаете, и еще кого-то вдохновите, если реально это ваша мечта, держитесь за нее. Вот. Вы все крутые. Там будет написано опять этот сон. Я не думала, что твоя мечта станет моим кошмаром. Прикольно, прикольно. Не хватает на фоне корейской музыки. Осы проекттен кейін не болады? Қайттан выгорание болып қалуыма осы 1-2 жыл ішінде әзер шыққан кезде басқаша сезініп қалуымдан қорқамын. Шанс өмірде бір-ақ рет келуі де мүмкін. И шансты құртып аламын ба деп ойлаймын. Сағым болып кеттің еркем, сағынумен күнітің. Данеля, вот мне нравится ее почерк в рисовании, как она, у нее прям вот как в музыке тоже слушаешь какого-то артиста, ты прям слышишь, что это он поет, и у тебя есть вот свой почерк, и сен прям танысен, это Данеля нарисовала деген сияқты. Вот тебе тоже желаю, чтобы ты показала свои работы за рубежом, прославляла Казахстан, так скажем. Қорықпаңыздар, негізі. Шанстар көп негізі келетін, өте көп. Бірақ адамдар оны көрмейді, ізденбейді. Ондай мүмкіндік келген кезде жіберіп алмаңыздар ешқашан. Мен осы проектте бақытты болдым. Қатты, өте қатты. Болғансың жырақтама, жанымды отқа бөлеші. Сүйем сені бірақ қана, ұмыт мені демеші. Всем привет, ребята! Я рад вас поздравить с тем, что вы наконец-таки закончили этот лагерь, да? Давайте похлопаем друг другу, мы наконец-таки закончили! Ал енді мақтау қағазы кадрлап анимациялау курсын сәтті аяқтаған үшін Елмай Education жеке қорының атынан, сондай-ақ Hey Monroe және Алдик көңіл музыкалық бейнебаянына үлес қосқан үшін Жандәулет Қайдар марапатталады. Болашақтың аспанын, өткен ғасыр махаббаттарын тек бізге ұқсас. Көңілім тек саған баурай, көздерім тек саған қанбай, сөздерім тек саған арнай. Аптабаламын жинап, денем балқиды күйіп, жүрсің тек мені сүйіп. Я сейчас плачу, нет, грусти от счастья. Стоп! Жаным